тоже думаете, что коты могут благодарить за заботу только мурлыканьем? Нет, это, конечно, мило, но бывает и по-другому. Удивительная история с хорошим концом случилась в одной из деревень Читинской области. Жила-была одинокая бабушка, и было у нее 5 котов, которых пожилая женщина подбирала на улице котятами, выращивала их, выхаживала, кормила, да всяческим капризам кошачьим потакала. Любила она их очень, особой благодарности не ждала, и они ее любили, особенно последний, младшенький. 6-го по счету питомца бабушка подобрала на улице, совсем маленьким и лохматым. Как будто, заглянув в их совместное будущее, малыш, увидев ее, пошел ей навстречу, мяукая и моля о чем-то. Конечно, она жалилась и забрала его домой. Подумаешь, еще один род. Соседи заподозрили что-то неладное, когда котейка серый начал расти не по дням, а по часам, да еще и есть с аппетитом зверским. Начали подозревать, что это все-таки не дворняжка, а кот породы Мейн-кун. Но откуда господин такого знатного происхождения взялся бы на улице, да еще и исхудавший, изголодавшийся? Было заведено у соседей деревни не закрывать двери от гостей. Вот и утратила хозяйка бдительность, не заметив, как на ее имущество и жизнь позарились негодяи ответы. А серый котенок не дремлет. Да и не котенок, он уже вовсе дикий зверь, а у диких зверей принято территорию свою охранять, да родню. Стоило сунуться в дом к беспомощной женщине, негодяям гнусным. Так и получили они по заслугам. Напал на них котик, и задрал так, что на помощь стали звать, а он и подмогу набежавшую проучил. В итоге, героический кот помог полиции задержать грабителей, да одними зубами и лапками, а лапки-то не простые, когтистые. Сам кот оказался хищным животным манулом, а у манулов зубы число см, и когтями они вооружены нешуточными. Опасный это зверь, дикий, из породы кошачьих, достигающий в длину число см, с толстым хвостом и очень густой шерстью. Вот тут и стало ясно, почему остальные бабушкины питомцы без энтузиазма его приняли. Не в ревности, вовсе, оказалось дело. Коты по запаху чуют инородное существо, боятся они его и козни строят. Да, оказалось, напрасно. Но это, скорее, исключение из правил. Манулы животные свободолюбивые, в обычных условиях предпочитают не встречаться с людьми. Даже прирученный зверь может нанести вред своему хозяину. Пушистая шерсть с густым подшерстком животного также не предполагает проживание зимой в отапливаемых помещениях. Питаются эти коты в основном грызунами, большими и маленькими, даже птицу не всегда берут. А тут бабушкины супы с хлебушком и котлетами на второе. Просто невероятно. Хочется надеяться, что повезло бабушке с экзотическим котом, и он и дальше будет для нее оставаться мягким и пушистым мурлыкой. Хотя, все в этом мире возможно, ведь даже гиены оказались приручаемы и теперь являются любимицами африканских жителей. А как вы думаете, сможет ли дикий кот оставаться преданным бабуле или однажды покажет свой нрав? Напишите в комментариях.